Здравствуйте, дорогие друзья, участники нашего музыкального сообщества в Фейсбуке «Нота», нашего канала на YouTube «Нота». Сегодня мы снова, благодаря нашим партнерам «Открытые сцены» МХАТ имени Горького, находимся в прекрасном помещении в здании театра. И у нас сегодня прекрасный гость, которого мы ждали, очень хотели, правда, чтобы к нам пришел, наверное, с осени об этом мечтали. Это Максим Емельянычев, наш дирижер выдающийся, клавесинист, пианист, мультиинструменталист. В общем, и замечательный, такой очень эмоциональный, яркий, интересный человек. Максим, спасибо. Спасибо, что вы с нами. Очень рад быть у вас. Спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, вот мне хочется начать с этого года, да, или с прошлого. Понятно, что это был год особенный для всех, для музыкантов тем более, потому что планы рухнули все, да, но все-таки вот я слежу за вашей страничкой в Фейсбуке, за другими вашими какими-то действиями в интернете, и я видела, что у вас все-таки были и гастроли, да, и вы выступали за границей, и выступали с Айленом Притчином, и диск, я не знаю, вот вышел Айлен, у нас был в гостях и рассказывал про диск. Что удалось, что было интересного? Да. Расскажите, поделитесь. Вот за 20-й, за 21-й год. Конечно же, жизнь развивается, и мы никогда не можем предугадать, каким образом она будет развиваться. Но, несмотря на то, что было очень много локдаунов во всех странах, музыкальная жизнь, она сохранялась, потому что люди искусства, в принципе, они живут в том числе для себя, и какой-то есть замкнутый круг общения. Это потрясающая возможность. Я вообще позитивный человек и оптимист. Прекрасно. Поэтому, мне кажется, это потрясающая возможность сделать какие-то записи, идти не вширь, а вглубь искусства, то есть находить больше граней. И себя. И себя, конечно же. И было очень много моментов, когда ты мог работать над качеством, потому что просто больше времени на это. Ну и, конечно же, были самые приятные моменты, то, что я смог дома в Москве с семьей проводить больше времени, которое иногда не получалось в суете гастрольной жизни. Дома музицировали что-нибудь со своей женой? И дома музицировали, да. А дочка у вас тоже на скрипке, насколько я знаю, занимается, да? Вы ее как-то вовлекаете в свои домашние, может, концерты? Да, вовлекаем и в домашний концерт, и посмотрим. Я не люблю ничего загадывать, но мне кажется, всем интересно. Это очень интересно, правда. Конечно, самые яркие ваши такие, я не знаю, то, что вы были номинантом на Грэмми за лучшую оперную постановку 2020 года, да, это, или лучшая оперная запись, по-моему, номинация у них, да, Генделя, Агриппина. Вот вообще ваша карьера такая похожа немножко на какой-то вертикальный взлет. Понятно, что это и талант, и безумное трудолюбие, потому что отмечают вот все, кто у нас был, музыканты в гостях, что вы действительно очень трудолюбивый человек и очень увлеченный человек. Может быть. Расскажите, пожалуйста, про вот то, что про свой оркестр, который вы возглавляете в Шотландии, да, и про этот итальянский оркестр старинной музыки. Ну вот если возвращаясь к нашей записи Агриппины Генделя, то, конечно же, сама запись и концертный тур, который был до и после этого, и также была постановка в английском, в лондонском театре Ковент-Гарден, по впечатлениям, конечно же, намного, в сотни раз перекрывают премии и номинации. Очень, конечно, приятно получать номинации, премии, и у этой записи Агриппины их много. Но это только лишь подтверждает то, что критики и простые слушатели, меломаны, которые тоже выбирают какие-то записи, им это близко, и значит, мы идем в правильном русле, в современном русле, несмотря на использование исторических инструментов.
касается оркестра «Il Pomodoro», где мы играем на исторических инструментах, и у нас множество планов и записей, и концертных туров, и мы надеемся, что они состоятся в ближайшем будущем. Вот. Что касается шотландского камерного оркестра... Вы там главный дирижер. Да, уже 3-й сезон. Последние 1,5 сезона они немножечко пустые, потому что в Шотландии очень строгий карантин. Понятно. И мы здесь счастливы в Москве, потому что у нас есть реальная публика на концертах. Пусть не полный зал, да, пока не но полный. разрешенное количество. И у нас есть живые концерты. В Европе сейчас почти везде это концерты в записи. Ты приезжаешь в Европу, сидишь карантин 1 или 2 недели, зависит от страны, делаешь кучу тестов, но зато потом репетируешь и получаешь удовольствие от общения с музыкантами. И мне кажется, само ощущение музыкальности, квинтэссенция музыки во время репетиции и концерта, оно немножечко повысилось, потому что люди устали от того, что нет концертов. Это люди понимают, что музыка — это очень важная часть жизни, может быть, самое главное для музыкантов и для культуры она очень важна. Скажите, пожалуйста, а со своим оркестром шотландским вы сами определяете репертуарную политику или и так бывает? Ну, скажем так. Потому что если «Эль Помидоро» все-таки в основном старинное, да, получается, исполнительство? Ну, «Эль Помидоро» — это оркестр, который чаще всего играет барокко, классицизм, но, в принципе, мы играем разную музыку. И впереди у нас большой тур с Джойс Ди Донато, это замечательная певица, с которой мы очень много всего сыграли. Она была в титульной роли в «Агриппине» на нашей записи и концертах. У нас с ней большие планы нового проекта. Мы надеемся, что, может быть, и сюда, в Москву, его провезем. Прекрасно. И там музыка очень разная. От ренессансной, через Пёрселла, Глюка, Маллера и Вагнера к Айвзу и современной музыке. Да что вы. То есть там разброс 5 веков. Фантастика. И это будет микс инструментальный, естественно. Это будут жильные струны, это будут всяческие разные духовые инструменты, потому что невозможно на одном типе духового инструмента это играть. В общем, это очень многообещающий проект. Удивительно, потрясающе. Да. Желаю, чтобы все это сбылось обязательно, и чтобы мы в Москве хотелось бы это тоже очень увидеть. Максим, скажите, вот вы с удивительными работаете мировыми звездами, да, это вы уже перечислили Донато, это и Центич, и Якуб Орлинский. Вот какие они в жизни? Такие вот с экрана совершенно недосягаемые, какой-то с особенной аурой, может быть, такие в своей какой-то определенной роли. А вот так вот очень интересно. Ну, я бы сказал, что в любом случае музыканты, они на репетиции и в жизни, они разные. Ага. Это момент какой-то, ну, не то что профессиональной этики, но это момент просто рабочий, потому что мы же не можем сейчас репетировать 24 часа в сутки. Это возможно, но на какой-то там период. Тогда, конечно, границы стираются. Допустим, когда ты делаешь запись, это 2 недели, 12 часов в день. У кого-то 6, у кого-то 9, а у кого-то я еще и клавесин настраиваю, и репетирую речитативы. Но если быть реалистами, то чаще всего музыкальный мир сейчас устроен так, что репетиций чаще всего мало. Понятно, что репетиций много не бывает. Да. И поэтому люди...
поэтому люди должны быть профессиональными, и поэтому они должны отделять профессиональное музыкантское общение от того, что или как они могли бы общаться в личной жизни. Вот есть... Есть с кем вы особенно дружны? С Айлином, да, вот с Притчиным, с нашим скрипачом, там вообще с юности, можно сказать, да? Ну, мы с ним просто давно знакомы. Да, и вы понимаете, конечно, друг друга и по-музыкански, и по-человечески. А есть еще какие-то, может быть, партнеры и друзья, с которыми вам особенно приятно и понятно, и радостно музицировать? Ну, пожалуй, программы, это концерты? Вот вами два озвученные оркестра. Это оркестр «Иль Помодоро», специализирующийся на старинной музыке, и это шотландский камерный оркестр, с которым с самого начала, с первой программы, когда они меня пригласили дирижировать на замену за неделю, мне кажется, до концерта 9-й симфонии Шуберта, сложились очень теплые отношения, и мы с ними уже сыграли очень много программ, и в том числе камерных программ. И сейчас вот наши ближайшие проекты — это участие в фестивале BBC Proms, и участие в Эдинбургском фестивале, где мы будем исполнять духовую камерную музыку.
А вы там в этих программах будете играть и дирижировать? И дирижировать, и играть. А играть на чем? Играть на фортепиано. На фортепиано. Будет один из самых знаменитых духовых квинтетов, квинтет Моцарта. А вот у вас же тоже в конце апреля вы Моцартом дирижируете, да, в Зарядье? Это отдельная тема. Это очень интересная тема, и это еще один из моих любимых оркестров, с которым меня связывает очень большая история. Это солисты Нижнего Новгорода, с которыми мы сделали очень много концертов. Записали диск для французского лейбла Апарте с музыкой Бетховена и Гайдна. Не Гайдна. Брамса, Фредерика Гайдна, и который уже второй раз подряд удостаивается чести выступить в прекрасном зале Зарядье. В большом зале, да? В большом зале Зарядье, да. Поэтому те, кто нас смотрит, мы вас приглашаем 30 апреля в зал Зарядье. Обязательно. Будут исполнены 3 последние симфонии Моцарта: 39, 40 и 41. Это, мне кажется, очень разнообразно. И тоже будет микс современных и старинных инструментов. Это уникально. Да. Здорово. Обязательно придем. Обязательно. Максим, и поскольку вот в Нижнем Новгороде еще празднуется 800 лет, в этом году это ваш родной город, да, вы там закончили консерваторию. Нет, консерваторию Московскую, да, но я там учились, много, да. Мои основные педагоги тоже оттуда, и я там закончил капеллу мальчиков. Да, знаменитая вот эта Нижегородская капелла мальчиков. Вы пели там? Я пел там. И в музыкальной школе учились? Или капелла сразу, да? Это все вместе там, и это как аналог Ленинградской. Ленинградской или Московской хорового колледжа. То есть там то же самое, как в Центральной музыкальной школе или в школе Гнесиных, одновременно проходятся все предметы, полный и цикл. музыкальные, и общеобразовательные. И, конечно же, к счастью или к сожалению, но предпочтение отдается музыкальным дисциплинам.
И вот в вашем родном городе в этом году 800 лет, вы как-то, они вам сделали какое-то предложение, может быть, или вы проявили какую-то инициативу? Очень большая программа в этом году к 800-летию Нижнего Новгорода. И, конечно же, очень многие коллективы там будут участвовать. И у нас есть проекты, конечно же, и с солистами Нижнего Новгорода, и с Академическим симфоническим оркестром филармонии Ростроповича сделать программы. Они очень много всего придумывают, и будет открытие так называемой ракушки. В советское время была очень популярная такая эстрада на склоне. Открытая, да? Да, Нижний Новгород, он на горах расположен, поэтому очень там очень город, удобно да. на фоне ландшафт реки. Очень красивый. Да, получается естественный амфитеатр. И была встроена эстрада, полуоткрытая, полузакрытая, точнее, на которой располагался оркестр. И сейчас ее восстанавливают в точности по фотографиям, по макетам того времени. Вот, поэтому это должно быть очень интересно. Это здорово. Ну и, конечно же, финальное празднование Дня города. Я пока не буду рассказывать все секреты. Конечно. Но это обещает быть что-то грандиозное. И поскольку две реки, Ока и Волга, встречаются в Нижнем Новгороде, поэтому место найдется. Вот. И что-то будет обязательно с вашим участием. Это вообще потрясающе здорово. Еще такой у меня очень, может быть, вопрос меломанский, вот, и, может быть, он совсем неправильный. Мне вот как перед концертом, скажем, я понимаю, что волнуются солисты, да, и солисты-инструменталисты, там, певцы. А вот какой предмет волнения дирижера? Вы волнуетесь перед концертом или, собственно, нет? Потому что уже все выучено, и все равно, вы знаете, сыграют, споют. Ну, есть какой-то предмет волнения именно дирижера? Это не волнение, это какой-то такой артистический адреналин, скорее, который и у инструменталистов тоже встречается. Дирижер немножечко отличается по функции, но все-таки понятно, что он репетирует, и вы, как вы сказали, что уже многое отрепетировано. Но мне кажется, задача дирижера, особенно сейчас в наше время, когда оркестры играют очень хорошо, и в принципе могут и без дирижера играть, чему есть замечательное подтверждение и в Европе, и у нас ансамбль Пресс-Инфанс возрожденный. Да. Поэтому, мне кажется, задача дирижера как раз давать энергию на концерте и какие-то... Собирать? Ну вот если бы вы меня спросили дирижирование объяснить одним словом, я бы сказал провокация. Класс. И, наверное, это должно происходить на концерте. И именно это то, что определяет музыку как вид искусства, которое происходит здесь и сейчас. Мы сейчас в театре. Театр то же самое. Это искусство, которое происходит здесь и сейчас. И слушатели это понимают и чувствуют это напряжение, эту энергию, которая происходит между дирижером, музыкантами и слушателями. Мне кажется, в этом главное. Великолепный ответ, спасибо. Максим, скажите, пожалуйста, вот вернемся немножко к старинной музыке. Вот все-таки и образование, и вообще, как сказать, раньше в старинной музыке все-таки все это раньше началось в Европе, да? В России вот факультет там у нас известный в консерватории. Вы имеете возрождение к историческому исполнительству? Да. И вот в связи с этим у меня вопрос, что нас, может быть, лучше там, скажем, играют оркестры старинную музыку, просто потому что все это дольше, и, может быть, у них больше возможностей для образования, больше всяких мест, где они могут получить это образование. В России все-таки это не так давно, хотя, конечно, у нас, безусловно, все очень здорово благодаря факультету этому старинного и современного исполнительского искусства, и вообще то, что наши музыканты высокого уровня и высокого образования. Но все-таки есть какая-то разница, что там вот старинная музыка лучше в силу длительности. Я бы сказал, что это зависит, под каким углом смотреть. Конечно, если смотреть количество, то, конечно же, да. А если смотреть качество, то посмотрите, сколько российских музыкантов, играющих на старинных инструментах, или исповедующие эту эстетику, приглашаются в зарубежные оркестры, ансамбли. Вот так, да? Конечно, очень много имен там. Нет, именно тех, кто старинный. И Дима Синьковский, и Юлия Лежнева, и просто можно продолжать список очень большой.
инструменталистов и вокалистов, и скрипачей, а сколько инструменталистов отсюда, которые здесь воспитались и которые сейчас живут и работают в Европе. Их очень много. Потом, началось все-таки это, наверное, раньше в Европе, но и у нас, может быть, меня Филипп поправит, но мне кажется, Волконский был одним из первых здесь, в Советском Союзе. Композитор Андрей Волконский. Да, и клавесинист, и руководитель ансамбля «Мадригал», да, который здесь начал все это движение. И потом, конечно же, Алексей Любимов. Алексей Борисович, да. И, конечно же, созданный им в содружестве с коллегами факультет исторического и современного исполнительского искусства. Ему он, 25 наверное, лет этому факультету будет. Он, наверное, конечно же, является центром притяжения музыкантов, барочников в России. И он очень открытый, то есть там музыканты играют и на старинных, и на современных инструментах, и у них очень обширное образование. И, конечно же, большие учителя — это организации концертные, Московская филармония, сейчас зал Зарядье, которые приглашают ведущие коллективы по старинной музыке, параллельно с этим организовывая мастер-классы какие-то. Мне кажется, это очень хорошо, что так происходит. И мне кажется, в будущем это будет больше и больше. Так же, как сейчас во многих оркестрах Европы медные духовые могут играть на натуральных трубах, валторнах, старинные литавры. У нас в шотландском оркестре мы играем некоторые программы на жильных струнных. То есть мы очень совмещаем. Мне кажется, искусство идет по пути того, что музыканты будут более многогранными. Каждый габоист будет играть на барочном гобое, каждый скрипач будет иметь по несколько инструментов с металлическими или жильными струнами. И да, все идет к этому. И музыканты и в Европе, и в России, они образовываются. И образование становится более многогранным. Скажите, Максим, а как у вас было? Вы учились на кафедре, да, замечательного нашего дирижера Геннадия Николаевича Рождественского. То есть вы пришли на такое традиционное дирижирование, обучаться в общем, на этом факультете, да, уже с традициями, потому что советское дирижирование, конечно, безусловно, там мастера такие были. Это выдающиеся школы, выдающиеся, конечно, абсолютно. Да. А как вы пришли сами к тому, что вы заинтересовались старинными инструментами, стали все это изучать и стали играть и на трубе, да, и вот на этой старинной... Корнет. Цинк, он же цинк. Да, вот здорово. И на клавесинах, и на других вот этих клавишных старых инструментах. Расскажите, как немножко передвинулись ваши интересы? Это вообще очень такая вот история запутанная. Потому что изначально я из семьи музыкантов, и я с детства хотел стать дирижером. Я к этому ушел с самого начала и начал дирижированием заниматься в 12 лет. Когда я пришел к первому моему педагогу, Маргарите Самаруковой, она сказала: сколько тебе лет? 12. Ну, поздно, но я постараюсь. Да что вы, для дирижера поздно? Да. Удивительно. И потом меня узнали и директор молодежного оркестра Поволжья, который находится в Тольятти, меня нашла через интернет по поиску юные дирижеры, потому что есть разные молодежные оркестры и в Москве, и в Петербурге, и в Екатеринбурге, и везде по миру, но у них чаще всего главный руководитель только. А отличие Тольяттинского молодежного оркестра в том, что они приглашают и юных дирижеров в том числе. Здорово. На стажировку. Вот они меня нашли. Прекрасно как. И главный дирижер этого оркестра Анатолий Абрамович Левин, который в том числе профессор Московской консерватории и ведет оркестр и в консерватории, и в музыкальном училище в Москве. И он мне предложил начать общение с оркестром с симфонией Моцарта. Но что-то у вас почувствовал сродни Моцарту, ее из-за клавесина. Да. Мне тогда было 14 лет. Потрясающе. И он мне дал кучу записей старинных. Все симфонии Моцарта с Тревором Пиннеком, симфонии Гайдна с Францем Брюггеном,
контртеноров, таких как Майкл Чанс и Джон Лед Гардинер, дирижер. Да. Он во мне заразил этот интерес к тому, что дирижирование может быть не только раз-два перед оркестром. И палочкой обязательно. Да. И дальше как-то вот пошло. Я понял, что логично, если ты играешь Ренессанс, это делать на то, не дирижируя, а играть на чем ты умеешь. А вы в 14 лет уже играли на клавесине? Вот если я на фортепиано играл, я занимаюсь фортепиано с детства. Нет, это я прекрасно понимаю. А что он вас пригласил в 14 лет дирижировать, сидя из-за клавесина? Вы уже играли? Нет, это моя проблема. Вот так вот было, да? Потом, естественно, я заинтересовался и клавесином, и мне очень повезло то, что я из Нижнего Новгорода сам, как мы уже говорили, и очень частым гостем там был Алексей Любимов. Алексей Борисович. Собственно, из-за которого мой интерес к старинным клавишным и возник. И мне очень повезло то, что мне посчастливилось не только заниматься у Геннадия Николаевича Рождественского по дирижированию в Московской консерватории, но и на кафедре Алексея Любимова. А вы потом в Европе еще где-то учились или вам хватило? Мастер-классы. А так основное образование все-таки российское, можно сказать, да? Да, но нужно понимать, что значит образование. Иногда ты приходишь на концерт, допустим, один из моих любимых оркестров, «Музыка Вива», с которым мы, кстати, будем играть. Тоже еще одна маленькая реклама. Это будет 30 но уже мая, тоже в зале Зарядье. Это будет проект «Опера априори», фестиваль Елены Хакидзян. Конечно. И проект, который уже переносился год, несколько раз из-за пандемии. Но сейчас все-таки мы сделали усилия, и это будет два потрясающих моих любимых коллектива: хор Интрада и оркестр «Музыка Вива». Так вот, этот оркестр, который приглашает Роджера Норрингтона на свои программы. И мне кажется, мы с Филиппом познакомились именно на одной из этих программ. Вот так. Филипп здесь, он вместе с нами. Он всегда с нами. Вот, что называть образованием? Для меня это было большое образование, сходить на репетиции к такому маэстро. Для меня образование съездить на мастер-класс или послушать концерт берлинцев, филармоников вживую. Конечно. Это образование, наверное. Конечно. Это то, что переворачивает тебе мозг, и потом ты начинаешь задаваться вопросом: а почему я делаю так? А может быть, можно и по-другому? Да, конечно, можно. Искусство, оно на то и искусство, что не существует определенной версии, что можно делать и так, и так. Максим, про образование здорово ответили, очень интересно. А вы сами планируете? Вам еще не предлагали мастер-классы проводить? Или, может быть, потом когда-то вы тоже поделитесь своими знаниями, опытом? Ну, конечно же, наверняка. Мне кажется, процесс дирижирования — это в какой-то степени не то что образование, но если ты работаешь с коллективом постоянно, то логично не просто репетировать к какому-то концерту, а объяснять собственную эстетику, понимание того, что ты хочешь, и говорить не просто здесь громче, здесь тише, а здесь громче, потому что это мы видим в нотах, а здесь тише, потому что это вот так-то вот полагается. И подкрепляя это знаниями и трактатами, и исполнительской школой, чтобы потом, в следующий раз, когда ты приходишь к этому же оркестру, они уже, видя такое же место, понимали, что с этим делать. Мне кажется, в этом образование, а не просто играй так, как я. И все. Хотя, с исторической точки зрения, образование, если брать школы, историческая, там, русская школа, или образование, которое в XVIII веке шло от педагога к ученику, это как раз играй так, как я. А сейчас у нас образование вообще просто перестроилось. Сейчас тебе не будут навязывать собственную трактовку, а будут говорить какие-то объективные вещи. Чаще нейтральные. Это лучше, наверное. А вы сами музыку пробовали писать? Есть такое? Я пробовал, когда был очень маленьким. В детстве. Даже выиграл несколько конкурсов, но столько хорошей музыки написано. Не знаю.
Пока дирижирование было. Я делаю много аранжировок. Это тоже момент творческий очень. И приложений, оркестровки. Это одно из моих хобби, которое продолжается. А какие еще хобби есть, которые вас как-то перестраивают немножко от вашей любимой профессии? Что вас подзаряжает? Что вы любите? Почитать, мне кажется, погулять? Я целиком в профессии. Ну, люблю следить, что там в Большом адронном коллайдере происходит, допустим. Вот сейчас опять открыли что-то там, новую частицу. Нет, сейчас вообще революция, потому что они систему единиц хотят пересматривать, потому что то, что открыто, если это не теоретическая погрешность, то это взорвет мозг всем. А в космос хотите слетать? В космос? Это там долго готовятся, не пустят. Ну, сейчас есть какие-то коммерческие полеты. Денег много надо. Пока не заработали. Хорошо. А читать любите? Мне так интересно. Вот. Читать люблю, да. Поделитесь, какие у вас любимые писатели. Ну, томик Гоголя всегда с собой в самолет. Сейчас такое издание, обожаю. знаете, маленькая библиотека шедевров. Можно всего Гоголя или там всего Толстого взять с собой. Просто в карман. Ну, конечно, такие вот страницы, они тонкие, как в Библии. Но в гастролях очень хорошо. А так, ну, не знаю, из последнего заинтересовался очень скрипичными трактатами. Это старинные? И старинные, и современные, и вот начало 20 века. Ауэр, допустим, которого очень многие учились, и Хейфец, и Янкелевич, ну, вся наша школа. Очень интересно. А какие у вас мечты? Не знаю, например, если бы вам предложили сняться в кино, в каком-то историческом музыкальном фильме, в спектакле. Я, мне кажется, не очень подхожу для фильмов. Почему? Очень подходите. Ну, может быть, со стороны видней. Ну, было бы интересно, конечно. Ну, время, где его найти? Очень разнообразные программы, и мне кажется, если что-то, как людям кажется, ты можешь сказать в искусстве, ты должен это говорить. И если есть предложения какие-то, то нужно соглашаться. Поэтому возвращаясь к предыдущему вопросу, для педагогики такой вот реальной, это же процесс, который должен быть постоянным. Просто не хватает времени. Но пока вы в самом расцвете, в самом разгаре своей деятельности основной. Наверное. Да. Посмотрим. Максим, мне очень приятно, что вы не зациклены на каком-то там одном направлении, там, скажем, только барокко, да, то есть вы любите и барокко, и классическую музыку, и там 20 века, и современную, да, и вот мне очень интересный такой момент, если бы гипотетически вы бы могли встретиться и поговорить, и что-то узнать с каким-нибудь композитором, вы бы кого попросили к вам в диалог? Моцарт, мой любимый композитор, наверное. Ваш любимый? Наверное, да.
то чтобы что-то спросить. Посоветоваться? Нет, просто пообщаться. Я вообще считаю, что исполнитель должен быть соавтором. И это не только историческая точка зрения, но и актуальная сейчас, чтобы любая старинная музыка это не только там, Бах, Бетховен, Стравинский уже старинная музыка. Уже его туда тоже? Ну, конечно, если есть современное, это то, что современно нам. Ну, грубо говоря, живущие люди нашего поколения. В любом случае, когда люди исполняли раньше произведения других авторов, они их играли совершенно по-другому. Когда Бах играл концерты Вивальди, он их переписывал и добавлял голоса. Когда Мендельсон исполнял Баха, он переделывал оркестровку. А когда Малер исполнял Бетховена, он тоже переделывал оркестровку и писал темпы там другие. Есть такая традиция, поэтому сейчас то, что старинное исполнительство возвращается к тому, что вот должно быть только так, это, мне кажется, одна из точек зрения. Она может быть правильная, но у нас не всегда может быть та публика, которая слышала теми ушами зал. Инструменты, может быть, могут быть, мы, может быть, можем восстановить. Поэтому искусство должно быть актуально, оно должно быть современно. Ну, наверное, я ушел от вашего вопроса. Да, ничего страшного, это интересно. А скажите, пожалуйста, вот у Моцарта 40 симфоний, да, у вас нет такой мечты? Больше. Больше, да? Все симфонии исполнить. Вот сейчас там исполняют 20 концертов Бетховена, да, все там концерты произведений Скрябина. Вы какой-то цикл сделать хотите, если это ваш любимый композитор? Есть планы, но, может быть, надо начать с каких-то значимых. Конечно. Для меня и для музыкальной истории симфоний. Моцарт, в принципе, он не был новатором. Он много писал музыки, которая хороша в его время была. Он не спорил с публикой, он не как Бетховен. То же самое, если брать веком позже, Брамс и Вагнер. Брамс, он ретроград скорее. Он пользовался тем, что есть классическим оркестром, и смотрел в прошлое, был большим поклонником натуральных волторн, стоял даже в обществе натуральных волторнистов. Интересно. Вот. А Вагнер, наоборот, расширял границы возможного оркестра, точно так же, как Бетховен расширял границы возможного фортепиано, заставляя мастеров делать инструменты больше и громче. А есть интерес, желание сделать какие-то концерты, где вы играете на фортепиано или с каким-то ансамблем? Ну, всего в меру. У меня запланировано несколько камерных концертов в Эдинбурге, в Париже, в Москве недавно несколько концертов было. Вот в галерее Нико, да, вы играли? Да, и в малом концерте «Зарядье» был концерт с моей женой, с Юлией Игониной, замечательной скрипачкой. Мы играли программу, которую недавно записали на диск. Так что будет диск, пожалуйста, покупайте. Это будет мировая премьера цикла Сергея Ахунова. Да, вот это совсем современный композитор. Совсем современный композитор. Ну, еще там разная французская музыка. Пуленк, Мессиан. Любите это, да? Тоже на струнных инструментах, кстати, записали. На жильных струнах. И очень здорово, что сейчас Алексей Ставицкий, мой большой друг и мастер-реставратор фортепиано, у него открылся музей в Рыбинске. И вот мы использовали на записи один из его инструментов, блютнер начала 20 века. А скажите, пожалуйста, у вас дома есть какие-то собственные интересные инструменты? Ну, у меня 2 рояля. Интересно, да? Про это у меня да? Бехштейн 915 года и Безендорфер 872. Прямострунный. Здорово. Будем реставрировать. У Ставицкого? Наверное, да. Вот заодно Алексею привет. Здорово, интересно. А еще есть такие приметы у дирижеров, когда перед концертом партитура упала, нужно не обязательно сесть потом. У вас есть какие-нибудь свои такие? А кто наизусть дирижирует, что делать?
Все равно какие-то заморочки такие интересные, чтобы не сглазили там, что вот обязательно, если вдруг что-то там слева-справа. Первые слева, вторые справа, да? Как в анекдоте. Нет, главное концертный костюм не забыть и ноты не забыть. У меня было несколько случаев, когда я забывал в отеле костюм, выходя в последний момент. И как, возвращались? Бегом. А потом, когда в зеркало смотрели? Вот не было времени в зеркало смотреть. И дело было в Германии, был дебют с концертом концерт-хауса, с оркестром концерт-хауса в Берлине. Я вышел в последний момент и понял, что забыл штаны, которые гладил. А в Германии начинают точно вовремя, то есть там нельзя опаздывать. Ordnung muss sein. Ordnung muss sein. Порядок да, есть конечно, порядок. Да. И как? Бегом. Тоже вот так вот все. Ну вот это вам подходит. Вы такой очень эмоциональный, живой. И все в характере, в эмоциях. За это вас все, наверное, очень любят. И... Ну, для разной музыки разная эмоция нужна. Тогда первая пьеса была «Творение Прометея», очень быстрая увертюра, очень подошла под настроение после пробежки. А если бы была прелюдия к Парсифалю, наверное, было бы быстрее, чем за 5 минут. Вот такой у нас живой, веселый, интересный разговор получился. А может быть, вы, Максим, еще что-то пожелаете нашим подписчикам? У нас 14 с лишним тысяч подписчиков в нашей группе музыкальной, нашим здорово. Зрителям. Я помню, канала. Как я приходил к Филиппу. Сколько лет это было назад? Мне кажется, лет 10 или 8 назад, когда мы начинали. Ноту вообще. Я поэтому очень рад быть здесь и что пожелать подписчикам? Любить музыку. Все. Вот так. И следить за хорошими концертами в Москве. У нас... И не только. Москве, да, у нас очень обширная. Мы рады, что у нас география обширная и по всей России, и СНГ, и Европа, да, много всяких стран. Максим, спасибо вам. Я очень рада с вами встретиться вот так вот, а не через рампу, через какой-то там, когда я сижу в зале и представляю себе как-то по-другому, да, с какими-то своими мыслями вас. Спасибо вам за беседу, за все, и мы хотим вам подарить нашу фирменную маечку с нашим логотипом «Нота». Вот она приносит удачу, нам уже рассказывали, что как-то все движется после. Вот, спасибо. Носите, репетируйте в ней. Да? Вот. Ура! Спасибо большое, очень приятная беседа. И... Вы найдете время, может быть, еще раз придете чем-то интересным поделиться. Конечно. Через какое-то время мы будем просто очень счастливы. Да. Потому что обо всем рассказать но после того, как вы невозможно. придете в зал Зарядье. Непременно придем и 29 апреля, 30 и 30 мая. Ой, 30 апреля и 30 мая. Обязательно придем в Большой зал Зарядье. Всего спасибо вам большое, что оставались с нами. Смотрите, подписывайтесь, задавайте вопросы, комментируйте. Всем удачи и весеннего настроения. Пока.